Почему одни вывешивают радужные флаги, а другие сжигают их? Кто прав? Или, может быть, спор не о вопросе самоопределения, а о чем-то большем? Представьте реку, которая столетиями текла в узких каменных берегах. Ее течение сдерживали, заставляли прятаться в подземных пещерах, шептаться в темноте. Но однажды плотина рухнула, и тогда река вырвалась наружу, затопила поля, смыла старые таблички с надписью «Запрещено». Так и с ЛГБТ долгое молчание сменилось шумом. Теперь эти голоса звучат отовсюду, в законах, в кино, в школьных учебниках. Кто-то видит в этом справедливость, кто-то угрозу, а кто-то просто устал от того, что ему постоянно об этом говорят. Но почему это стало таким заметным? Может, потому, что запретный плод всегда сладок, или потому, что кому-то выгодно раскачивать лодку, где одни кричат «равенство», а другие «разврат». А что, если это не просто борьба за права, а новый способ делить людей, одних в прогрессивные, других в отсталых? И пока мы спорим о морали, кто-то уже рисует карту, где место каждого определено заранее. Так где же правда? В свободе быть собой или в страхе, что завтра твоих детей научат не той любви? Давайте разберемся, без криков, без ярлыков, потому что река уже вышла из берегов, и теперь вопрос в том, сможем ли мы плыть по ней или будем тонуть в волнах чужой борьбы. С вами Ашраэлин. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Активизация гомосексуальности в последнее время – это не новое веяние, вдруг возникшее в последние дни света перед апокалипсисом со времен Содома и Гоморры. Это реакция на долгое подавление. Это естественный психологический процесс. Люди, долго подавляемые, начинают громко заявлять о себе, когда получают такую возможность. Если ребенку всю жизнь запрещали говорить, и вдруг дали микрофон, он сначала будет кричать. Современные медиа и культурная среда склонны усиливать любые идентичностные движения, потому что это привлекает внимание, вызывает споры, а значит, дает клики, просмотры и политические очки. Поэтому активность ЛГБТ-сообщества получает широкое освещение, нередко преувеличенное, что создает ощущение агрессивного продвижения. Гомосексуальность существовала всегда. Это часть человеческой природы, проявлявшаяся по-разному в разные эпохи. В Риме, в Греции, в Египте, в шаманских культурах, в монастырях, в казармах, в тюрьмах, в деревнях, где мужиков не хватало. Скрытое от глаз и естественное никогда не вызывало такого отторжения. Там, где это не становилось оружием, где не вывешивались лозунги, где человек просто жил своей судьбой, это было личным, и мир принимал это с терпением или молчаливым знанием. Современное навязывание не про любовь, а про власть. Это не свобода, это идеологическая программа, причем тонко упакованная в слова вроде равенство, принятие, инклюзивность. Но внутри требование поклониться новой норме, иначе ты ненавистник, ретроград, угроза обществу. На самом деле, большинство представителей этих сообществ просто хотят жить спокойно, но их видимость становится частью больших идеологических войн. Чем меньше у общества общих ценностей и единой духовной основы, тем больше люди ищут, в чем себя определить. Национальность, пол, сексуальность, стиль жизни – все становится флагом, за которым человек прячется, чтобы понять, кто он. Именно поэтому многие движения становятся активными. Это попытка не потеряться в мире, где все размыто. Я не считаю это грехом. Я просто вижу в этом одну из форм, через которую человек ищет утешение, близость, опыт. Во многих людях гомосексуальные проявления были именно в юности, не как идейная ориентация, а как эксперимент, баловство, нежность, утешение. Если человек балуется, утешается, ищет тепла, то он остается человеком,
несовершенным, ищущим. Но если он начинает гордиться этим, говорить «вот это выше, лучше, святее» и требует, чтобы все признали именно его способ жизни как лучший, тогда это уже не утешение, а поклонение форме. Но, возможно, все это тоже часть общего процесса, одна из ступеней роста. Еще один виток в долгом пути, который должно пройти человечество, чтобы однажды перерасти само себя, чтобы на смену делению на нас и их пришло что-то большее, мир, где не будет ни меньшинств, ни большинства, а просто разные формы проявления одной жизни, бесконечные оттенки человеческого бытия, где различия перестанут быть поводом для войны и станут просто частью пейзажа, как разные ноты в одной мелодии. Ведь чем больше человек отождествляется со своей формой, телом, гендером, ориентацией, тем дальше он от сути. Но, быть может, путь к бесформенности как раз и лежит через полное исследование форм. Если Творец дал человеку тело, пол, биологические особенности, можно рассматривать это как исходную форму, в которой душа должна пройти свой путь. В этом смысле принятие своей природы – это форма смирения, согласие с тем, что ты создан, а не самосоздан. Если человек не принимает себя таким, каков он есть, возможно, он и не принимает того, кто его таким создал. Это логично и с духовной, и с психологической точки зрения. Но есть и другой взгляд. Иногда человек чувствует, что его внутреннее «я» не соответствует внешней форме. Кто-то говорит «я родился не в том теле» или «я не мужчина в глубине души». Нельзя однозначно сказать, что это бунт против Создателя. В некоторых случаях душа приходит в форму, чтобы пройти особое испытание или раскрыть особую грань опыта. Тогда страдание от несоответствия формы и сути тоже часть пути. Но ключ здесь не в демонстративной смене пола, а в глубинной внутренней работе, где главное не форма, а суть. Если человек пытается изменить себя, чтобы быть как все или добиться одобрения, это гордыня и попытка убежать от себя. Но если его мучает разлад между тем, кто он внутри, и тем, кем кажется снаружи, если он ищет способ жить в согласии с собственной природой, возможно, это не бунт, а зов подлинного «я». Все решает искренность. Не слепое следование моде или страху, а честный взгляд вглубь себя. Только так можно понять, ведет ли этот путь к разрушению или к настоящей свободе. Иногда даже самые странные проявления – часть общего божественного замысла. Возможно, в будущем человечество поймет, зачем существует столько форм и вариаций. Но прямо сейчас мы видим только фрагмент мозаики, и потому любое суждение должно быть осторожным. Люди, которым десятилетиями запрещали быть собой, теперь как бы говорят: «Смотрите, я есть, я не прячусь больше». Это не всегда выглядит уместно, а иногда даже превращается в фарс. Но в основе травма отверженности. И вот вместо того, чтобы просто тихо жить, человек компенсирует через демонстративность. Есть идея, если ты что-то скрываешь, значит, тебе стыдно. А раз тебе стыдно, значит, это действительно что-то неправильное. Чтобы разрушить этот шаблон, часть ЛГБТ-движения говорит: мы не будем прятаться. Мы такие же, как все. Смотрите на нас. Но получается странный эффект. Желание быть как все превращается в подчеркивание отличий. К сожалению, в любой борьбе появляются те, кто начинает использовать ее как оружие. Не ради равенства, а ради власти, давления, подавления других. Это уже не ЛГБТ, а ЛГБТ-идеология, где ребенка спрашивают в школе: а кем ты хочешь быть? И не про профессию, а про гендер, где взрослым людям навязывают язык, чтобы они говорили не «мама», а «родитель номер один», где за отказ соглашаться можно лишиться работы. Вот это уже насилие над здравым смыслом, и оно вызывает отторжение, вполне справедливо. В библейском рассказе о Содоме и Гоморе гнев Господа вызван не просто тем, что мужчина был с мужчиной,
а тем, что страсть вышла из берегов и стала принудительной, агрессивной, безрассудной. История Содома не о гомосексуальности и не о конкретных грехах плоти. Это притча о разрушении человеческой сути, о трагедии праздного ума, утратившего способность различать свет и тьму. Когда мыслительная лень уступает место страстям, те становятся тиранами, а зло, принарядившись в одежды обыденности, начинает казаться нормой. Падение этих городов не следствие отдельных пороков, а результат всеобщего оцепенения духа. Гордыня заняла место мудрости, жестокость — сострадания, а слабый стал игрушкой в руках пресыщенных умов. Развращение здесь коснулось не только тела. Прежде всего, оно поразило мысль. Там, где разум был еще трезв, человек становился изгоем, а те, кто не вписывался в навязанную норму, подвергались унижению и издевательствам. Именно насильственное навязывание разврата стало последней каплей. Сегодня во многих современных фильмах присутствие ЛГБТ-персонажа стало обязательным элементом не по замыслу истории, а по идеологическому чек-листу. Это уже не про равенство. Это про создание новой нормы и отмену старой, где мужчина с женщиной слишком банально. Речь идет не о праве любить, а о насаждении образов, в которых традиционная семья скучна, глупа, отстала. Дети выбирают гендер, как мороженое. Сексуальные сцены почти обязательны. Гомосвязи всегда красиво, искренне, духовно, а противоположное – токсично, угнетающе, патриархально. Вот это и пугает людей. Подменяется не только форма, но и сама суть. Словно идет незримая битва за то, какой мир будет нормой в ближайшие 100 лет. В древности на человека влияли пророки, сегодня – сценаристы. Тогда истину шептал голос в пустыне, сегодня – Netflix на весь мир. И вот тут настоящее насилие. Не физическое, как в Содоме, а медиапсихологическое через экраны, рекламу, героев. Проблема не в том, что мальчики с мальчиками или девочки с девочками. Проблема в том, что через мягкое, красивое изображение разврата людей отучают чувствовать, что есть свет, а что его подделка. Я живу в Европе и очень часто вижу вывешенные радужные флаги на балконах и окнах. Скажу так, это жест идентичности. Для одних это просто способ сказать «я такой, и мне не стыдно». Вывешенный флаг – это победа над стыдом. Для других это не столько про ориентацию, сколько про принадлежность к доброму лагерю за любовь, за толерантность, против насилия и ненависти. Это как повязать ленточку, символически быть на светлой стороне. А для кого-то это протест. Но у обычных прохожих подобные символические крики души могут вызывать ассоциацию с показной жалостью, потому что во всем этом чувствуется искусственность, как будто личное превратилось в спектакль. Ведь если ты просто живешь свою правду, зачем тебе вывешивать ее наружу? Когда человек в покое с собой, он не требует от мира ни признания, ни сочувствия. Когда вы смотрите на радужный флаг, вы не видите в нем любви, а чувствуете претензию, уязвленность и требование особого отношения. И ваш внутренний компас говорит, здесь не о достоинстве, а о выпрашивании. И это не потому, что вы осуждаете, а потому что вы чутко чувствуете, где любовь, а где ее имитация. Истинная любовь не требует флагов. Флаг на балконе может быть криком о помощи, воплем гордыни, а может быть просто модным аксессуаром в культурной войне. Но ни один из этих вариантов не дает покоя тем, кто живет в свете, ибо когда тьма начинает рядиться в цвета радуги, сердце это чувствует. Человечество веками спорит о природе ЛГБТ, является ли это искажением изначального замысла Творца или же особой гранью его мудрости. С одной стороны, если человек не принимает свое естество, бунтует против своей природы, он словно говорит Творцу: «Ты ошибся, я знаю лучше». Это гордыня, желание переписать карту,
вместо того, чтобы изучить местность. Но с другой стороны, даже это бунтарство дано свыше, ибо на все воля его. Разве может душа сама по себе восстать, если дыхание ее от духа, и мысль ее лишь отражение света? Значит, и через это говорит Творец, только говорит не идеалом, а болью. Истина в том, что иногда Бог говорит через мудрого, а иногда через безумца, иногда через сильного, а иногда через того, кто не выдержал давления мира. Потому что не все слышат шепот пророка, но услышат крик заблудшего. Порой страдание и спутанность одного человека становятся зеркалом для тысяч других, чтобы они смогли понять, что есть природа, что есть выбор, что есть «я». Бог позволяет существовать искаженному, чтобы яснее явить совершенное, подобно художнику, который сначала наносит тени, чтобы свет на холсте обрел глубину и силу. Через таких людей Творец вразумляет и испытывает и остальных. Кто-то осудит и упадет в ненависть, кто-то восхвалит и упадет в глупость, а кто-то будет смотреть с болью и светом одновременно, понимая, что это испытание любви. Отвергать свою истинную природу значит идти против Творца. Но даже в этом противлении сокрыт его промысел, чтобы мы научились узнавать его лик в самых неожиданных и пугающих обличьях. Через тернии искажений душа находит дорогу к свету не по принуждению, а через собственное прозрение. В этом великая тайна — любовь, которая все объемлет, чтобы в конечном пути все обратилось к ней. Я принимаю, но не поклоняюсь. Я понимаю, но не ставлю это выше природы. Я сочувствую, но стою на стороне естества. Быть за естество не значит быть против кого-то. Быть за естество значит уважать законы, заложенные Творцом, признавать половое различие как проявление единства в двойственности, понимать, что жизнь рождается не из игры форм, а из союза противоположностей, видеть в мужчине силу, а в женщине глубину, и наоборот. Это не узость мышления, а принятие структуры мироздания, где каждый элемент не случайен, и замысел не подлежит редактуре. Но быть за естество — это не значит отвергать тех, кто идет иначе. Если ты чувствуешь себя не таким, как все, это нормально. Но помни, ты не только твоя ориентация или гендер. Ты больше, чем чья-то любовь, страсть или идентичность. Не своди себя к флагу, роли или лозунгу. Ты — это твои мечты, таланты, доброта и все, что ты даешь этому миру. Покажи миру не того, с кем ты спишь, а как ты творишь, рассуждаешь, растешь. Не все, кто молчит, враги. Не все, кто не аплодирует, хотят зла. Не используй боль как инструмент давления. Если ты ранен, не превращай боль в броню, в меч или в обвинение, ибо тогда ты продолжишь ту же самую цепь агрессии, против которой борешься. Человеческое неприятие часто рождается из страха перед тем, что кажется чужим и непонятным. Но за любым ярлыком, будь то идеология, грех или отклонение, скрывается простая человеческая правда. Каждый ищет любви и признания. Необходимо различать человека и идеологию. Человек – живое существо, ищущее тепло и смысл. Идеология – это программа, которую ему могли навязать. Люди – не враги. Враги – это невежество, страх, искажение. Не бойтесь чужой формы, но берегите свою суть. Даже если мир вокруг меняется, не обязательно принимать его повестку. Но и не надо орать на ветер, он все равно не остановится. Интересно, что самая яростная борьба с чужим иногда оказывается борьбой с чем-то внутри себя. Там, где звучит громче всего, это неестественно. Часто прячется неразрешенный вопрос: а что вообще естественно? Где граница между нормой, запретом и подавленной частью души? Чужая инаковость не опасна сама по себе. Но она будет то, что человек не может признать в себе: подавленную тягу, неразрешенный опыт,
страх перед слабостью, зависть к свободе другого. И чтобы это не увидеть, человек выбирает атаковать того, кто вызывает этот резонанс. Громче всех кричит «развратники», тот, кто сам тайно смотрит запрещенное. Рьяно осуждает неправильную любовь тот, кто боится собственной уязвимости. Яростно борется за чистоту общества тот, кто сам внутри исполнен хаоса и вожделения, и с которым не может справиться, кроме как через внешнюю войну. Но важно не скатиться в зеркальную крайность. Не каждый осуждающий – латентный участник. Иногда за этим душевная боль, травма или страх за детей, за семью, за порядок. Иногда это искренняя, хоть и неуклюжая, попытка защитить то, что человек считает святым. Проблема в том, что защита через агрессию редко что-то сохраняет, она лишь роет пропасть между людьми. И в этом случае нужно не обвинять, а помочь понять, что порядок не достигается криком, а только внутренним миром. Возможно, суть не в том, чтобы принять или отвергнуть, а в том, чтобы перестать видеть в другом угрозу. Ведь даже самые жаркие споры о правильном и неправильном всего лишь отражение вечного человеческого поиска, как жить в этом мире, не предавая ни свою правду, ни чужую. В конечном счете, любая форма неприятия – это вопрос не к ним, а к себе, что во мне так остро реагирует. И если копнуть глубже, может оказаться, что под гневом или осуждением лежит что-то более хрупкое, неуверенность, боль или просто незнание. Как теперь быть в этом изменившемся мире? Но самый верный шаг – принять все, как оно есть. Не потому, что все идеально, а потому, что все часть целого. Не все, что существует, нужно одобрять. Но все, что существует, нужно уметь видеть без ненависти. Принятие – это не капитуляция, это возвращение к миру. Когда вы не хотите изменить, но не отворачиваетесь, вы становитесь как солнце. Оно не говорит «ты прав» или «ты грешен». Оно просто светит. Вот это и есть подлинная свобода души – принять мир таким, какой он есть, и все же остаться собой. Человечество еще не человечно. Оно только в начале пути к принятию и пониманию мира. И, к сожалению, стать тем, кем оно себя называет, ему предстоит не завтра. Но если мы это понимаем, значит, путь уже начался. Значит, в мире еще есть голос развлечения, не кричащий, не воюющий, но умеющий смотреть вглубь. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.